Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Недавно в комментариях одна дама мне написала, что очень хочет посмотреть, как я шью руками, без швейной машинки. Я не планировала никакого такого мастер-класса. Но, как говорится, бойтесь своих желаний, ибо они могут исполниться. И у меня внезапно заклинило швейную машинку. И пока ее ремонтировали, решила все-таки пошить вручную. Тем более, что накопилось много джинсовых обрезков. Шить будем не торопясь в технике крейзи. Шьем по основе. В центр поместим интересный лоскуток и начнем потихоньку обшивать его кусочками ткани. Пришили к нему первый лоскуток иголкой с ниткой. Можно самым простым швом вперед иголкой. Затем отвернули и закрепили декоративным швом. Самый простой, незамысловатый и красивый шов – это шов-козлик. На этом лоскутке еще остается свободное место. Закроем его простыми стежками вперед иголку. Сделаем несколько рядов этим швом. Вы уже поняли, что мы работаем сразу двумя иголками. Одна для основных швов, другая для декоративных. Пристраиваем следующий кусочек ткани. Пришиваем его, отгибаем, прижимаем декоративной строчкой. Кроме шва козлик, красиво смотрится и шов кустики. Смотрите внимательно, как он выполняется. В принципе, порядок действий понятен. Пристраиваем следующий кусочек ткани. Его можно прижать швом вперед иголку. Или превратить потом эти штрихи в крестики. Таким образом мы шьем и дальше.
Можно на каждом кусочке придумывать новую историю, использовать разные швы. Серединка с маленьким кармашком очень интересная, но она теряется на фоне других декоративных штучек. Поэтому вышьем там небольшой цветочек. Воспользуемся водоисчезающим маркером. Сам цветок вышьем петельками в прикреп. Затем вышьем стебелек и листья. Вот картинка смотрится гораздо симпатичнее. И можно продолжать заполнять оставшееся пространство основы. Пришили, отогнули, закрепили. Я специально рассматривала работы американских мастериц начала XX века. Смотрела, какие швы они используют, какие сюжеты вышивают. И заметила, что многие из них шьют изображения паутины и паука. На любом квилте найдется этот сюжет. Мы продолжим традицию и попробуем понять, почему такая любовь. Думаю, что это отсылка к древнегреческому мифу об Афине и Арахне. Жила-была девушка-рукодельница, искусная ткачиха, звали ее Арахна. И стала она похваляться своим мастерством, говорить, что она превосходит саму богиню Афину, покровительницу женских ремесел. Богиня прикинулась простой женщиной и вступила с ней в состязание. Естественно, что богиня победила, а Арахна от позора побежала вешаться. Но Афина сжалилась над ней и превратила ее в паука. Так и висит Арахна, паук, и вечно ткет свою паутину. Кстати, многие рукодельницы любят изображения сов,
а сова– это птица Афины. Еще часто встречается изображение скрипичного ключа. Мы его тоже вышьем. Свободное поле можно заполнить звездочками-снежинками. Когда вся основа зашита, тщательно все проутюжим. Тщательно подровняем и подрежем края. И смотрите, какая прелестная заготовка у нас получилась. Ее можно продолжить рамкой, тогда картинка будет смотреться гораздо лучше. А использовать ее можно куда угодно. Можно сшить сумку, косметичку, сделать картинку на стену. Можно наготовить еще таких блоков, и получится большое красивое панно. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч.